Представьте, 100 тысяч человек исчезли за 72 часа. Ни из-за бомбежки, ни из-за эпидемии не было ни единого выстрела. Просто тихий бюрократический приказ из Москвы, который заставил исчезнуть целую цивилизацию, целый мир. Вы когда-нибудь задумывались, как государство стирает историю? Как оно переименовывает 2000 городов и деревень? Как взрывает 500-летний замок, чтобы уничтожить память? Это история Кёнигсберга, столицы Пруссии, где до сих пор под асфальтом лежат тайны, которые СССР хотел похоронить навсегда. Это не просто история. Это инструкция о том, как убить город дважды. Сначала в действительности, потом в памяти. Вы готовы узнать правду, которая 70 лет хранилась под грифом «секретно»? Тогда слушайте внимательно. Представьте картину. Крупный европейский город, где население сокращается на 100 тысяч человек всего за 3 дня. Это происходит не под вой сирен, не из-за эпидемии и не в результате бомбардировок. Это результат одного тихого, тщательно спланированного государственного приказа. Кёнигсберг – 400-летний символ Восточной Пруссии, центр немецкой культуры, интеллектуальной жизни и духа. В 1947 году был приговорен к исчезновению. Его трансформация в Калининград была не просто сменой табличек, а началом систематической холодной операции «Очистка», направленной на полное стирание народа, его истории и памяти из европейской географии. Советская власть стремилась не только занять территорию, но и полностью уничтожить ее прусскую, немецкую идентичность. Осенью 1947 года Москва выпустила тот самый «Тихий приказ». Не было публичных обращений, не было заголовков в «Правде», только закрытые циркуляры и ведомственные распоряжения, спущенные сверху, которые запускали маховик депортации, словно сложный инженерный механизм. Историки, такие как Матис Вебер, отмечают, что весь процесс был спланирован с бюрократической точностью, которая шокирует своей бесчеловечностью. Эта операция была рассчитана советскими чиновниками как перевозка угля. Без эмоций, без учета человеческих жизней. Немецкое население, которое еще оставалось в руинах, в основном старики, женщины и дети, внезапно столкнулось с абсолютным ультиматумом. 72 часа на сборы. Масштаб этой чистки поражает. 100 тысяч человек в один момент стали нежелательным элементом, который должен был быть изъят из новоприобретенной земли. Главной целью являлось не просто выселение, а дегуманизация. Люди лишались права на свой дом, на свою родину, на свою культуру. Этот процесс был глубоко символичным. Стиралась не только нация, но и ее материальное наследие, начиная от архитектуры и заканчивая именами на картах. Искоренение немецкого населения Восточной Пруссии было не спонтанной реакцией, а тщательно продуманной политической стратегией, направленной на полную советизацию региона. Каждое бюрократическое действие, от регистрации до выдачи продовольственных пайков на дорогу, служило одной цели – превратить живого человека с его историей в безликий груз, который необходимо перевести. Это был акт не военной победы, а поствоенной хирургии над историей. Кёнигсберг, город Иммануила Канта, за считанные дни превратился в призрак своего прошлого, а его жители – в толпы обреченных. Их вытесняли из их собственной жизни, из домов, которые строились веками. Этой операции суждено было стать одним из самых трагических и наименее освещенных актов послевоенной истории Европы, демонстрируя, с какой легкостью государство может попытаться стереть целый мир. В дальнейшем мы увидим, как эта операция продолжилась в товарных вагонах, в переименовании тысяч населенных пунктов и в кульминационном акте – взрыве символа Пруссии – Королевского замка. Но даже в этом хаосе были те, кто попытался остаться людьми, и об их судьбах стоит рассказать отдельно. После ультиматума, давшего жителям Кёнигсберга всего 72 часа на сборы, начался самый трагический этап операции «Очистка» – путь в никуда. Для тысяч немецких семей, оставшихся на территории, это был последний фатальный отсчет времени, после которого их ждала не просто смена места жительства,
а полноценное изгнание из истории и дома. Центральным элементом этого процесса стали товарные вагоны, которые стали плавучими тюрьмами, переносившими людей из одной реальности в совершенно другую. Это была не эвакуация, а систематическая депортация, где каждый шаг был направлен на подавление человеческого достоинства и воли. Свидетельства очевидцев той осени полны невыносимого горя. Очереди изможденных людей, несущих скудные пожитки, тянулись к железнодорожным станциям, где их ждали не пассажирские, а грузовые составы, предназначенные для скота или угля. В эти тесные, неотапливаемые вагоны набивалось до 50-60 человек, а путь до советско-польской границы, а затем и до Германии, занимал недели. Власть превратила этих людей в безликий груз, и условия перевозки подтверждали это. Отсутствие элементарных санитарных условий, голод, холод и психологическое давление создавали идеальные условия для роста смертности. Человеческий счет этой транспортировки был ужасающим. По данным Красного Креста, даже по самым осторожным оценкам, в пути погибло от 2 до 3 тысяч человек. Эта цифра не включает тех, кто умер сразу после прибытия от болезней и истощения, полученных в дороге. В основном умирали старики и самые маленькие дети, чьи организмы не выдерживали такого варварского обращения. Каждое имя в этой статистике – это не просто единица учета, а трагедия. Одна из самых пронзительных историй, дошедших до нас – рассказ о матери, которая, не в силах вынести боль и голод, выбросила из вагона портрет своего мужа-солдата в форме. Этот акт был символическим. Она рвала связь с прошлым, которое оказалось невыносимо тяжелым бременем в настоящем. Депортация отражена в душераздирающих личных документах. Письмо 11-летнего Йоханнеса Шмидта, написанное в товарном вагоне, является одним из самых мощных свидетельств. Детский почерк, описывающий недетские ужасы. В нашем вагоне холодно, мама не спит уже 3 дня, бабушка заболела и шепчет, что скоро увидит папу. Мы едем, и никто не знает куда. Такие документы – это голос тех, кого пытались стереть из истории. Они показывают, что даже в условиях полного контроля и дегуманизации люди оставались людьми, борясь за выживание, сохраняя крупицы семейных связей и надежду. Товарные вагоны стали последним пристанищем на прусской земле и первой могилой для тысяч изгнанников. Путь в никуда завершился для многих физически, но эмоционально и исторически он продолжается до сих пор. Депортация была не только физическим перемещением, но и глубокой травмой, ставшей основой для создания нового советского города. В то время как на руины Кёнигсберга прибывали новые жители, советские переселенцы, в другом конце Европы, в Германии, тысячи депортированных пытались начать новую жизнь, но их сердца и память навсегда остались на берегах Бройгеля. Этот болезненный разрыв и есть истинная цена операции «Очистка». Уничтожение народа – это лишь половина дела для тоталитарной системы, стремящейся полностью присвоить территорию. Вторая, не менее важная часть – это стирание символического кода места, его языка и памяти. После физической депортации населения Кёнигсберга последовал акт символического захвата – операция переименования. Это была масштабная, бюрократически точная кампания, направленная на искоренение 2000 немецких топонимов, которые веками питали историю Восточной Пруссии. Цель была проста, но радикальна. Ни одно название на карте не должно было напоминать о Германии, о Пруссии, о тысячелетней европейской истории этого края. Решение о переименовании было принято в Кремле и спущено на места с жесткой директивой. Начиналось оно с самого главного. Кёнигсберг стал Калининградом в честь Михаила Калинина, одного из деятелей большевистской партии, который никогда не имел никакого отношения к этому региону. Это был акт идеологической колонизации, когда древнее имя, несущее в себе 400 лет истории, философии, Иммануил Кант, и архитектуры, было заменено политически лояльным, но совершенно чуждым топонимом. Вслед за столицей тысячи малых и больших городов, деревень, рек, озер и даже маленьких ручьев попали под этот переименовательный каток. Например, гордый Тильзит, место подписания знаменитого Тильзитского мира между Наполеоном и Александром I, был переименован в Советск.
Город Инстербург, где проходили важные военные кампании, стал Черняховском. Процесс не ограничивался крупными центрами, он проникал в самую глубину географической ткани. Немецкие названия, часто связанные с природными особенностями местности или именами прусских родов, были заменены на простые, невыразительные, идеологически нейтральные или, наоборот, политически заряженные советские наименования. Узловое, Приморское, Светлогорск. Это был принудительный, тотальный перевод географии с одного языка на другой, который фактически уничтожил душу места. По мнению историка Йорка Гарнера, процесс переименования был не просто административным действием, а переписыванием души места. Каждое имя – это якорь, связывающий человека с его прошлым. Когда река перестает называться своим историческим именем, а деревня, в которой жили предки, получая бессмысленное советское название, история обрывается. Новые советские жители, прибывавшие в этот край, не могли даже спросить дорогу у местных немцев, потому что все ориентиры от названий улиц до магазинов были изменены. Это обеспечивало полную изоляцию между новыми и старыми жителями и окончательно стирало местную идентичность. Новая власть создавала табу на немецкое прошлое, требуя от переселенцев не просто жить в новом месте, а жить в новой истории, где Пруссии никогда не существовало. В результате карта Восточной Пруссии, одна из самых древних и детализированных карт Европы, была буквально перечерчена заново. На месте сложной многослойной немецкой топонимики возникла простая, унифицированная советская. Этот акт был мощнейшим инструментом исторической амнезии, направленной на создание ощущения, что эта земля всегда была русской. Но память, как известно, сопротивляется бюрократическим решениям. Даже спустя десятилетия в подсознании местных жителей и в архивах продолжают жить названия Кёнигсберг, Тильзит, Инстербург, напоминая о том, как легко и жестоко можно попытаться стереть 2000 имен с карты. После депортации людей и тотального переименования советская власть перешла к финальной, самой радикальной фазе стирания немецкой истории с карты Нового Калининграда – уничтожению Королевского замка. Этот замок был не просто старым зданием, он был сердцем Пруссии, материальным воплощением 5 веков истории, власти и культуры Тевтонского ордена, прусского герцогства и Германской империи. Его снос в 1968 году стал самым явным и жестоким символическим актом войны с памятью. Замок, основанный еще в 13 веке, пережил множество осад и войн, включая страшные бомбардировки Кёнигсберга британской авиации в 1944 году. Несмотря на серьезные повреждения, его могучие стены, башни и подвалы остались стоять. После войны он мог бы служить мощным памятником, объектом для реставрации или, как это делалось в первые послевоенные годы, просто использоваться в качестве склада. Там хранились книги и другое имущество. Однако в советской идеологии этому архитектурному гиганту не было места. Он был слишком громоздок, слишком очевиден и слишком немецкий. В 1967 году, когда процесс советизации уже казался необратимым, Центральный комитет Коммунистической партии СССР принял окончательное решение. Замок должен быть снесен. Официальная формулировка звучала как «снос не представляющих художественной ценности руин Королевского замка». Это было циничным и наглым отрицанием исторической и культурной значимости объекта. Решение было принято лично Леонидом Брежневым. При этом местные архитекторы, краеведы и даже некоторые партийные деятели выступали против сноса, предлагая консервацию или частичную реставрацию. Все их протесты были проигнорированы. Власть видела в замке не руины, а опасный символ, напоминающий новым советским гражданам о том, что эта земля имеет глубокое нерусское прошлое. В 1968 году началась операция по уничтожению. Она была проведена с той же холодной методичностью, что и депортация. Замок был заминирован, взрывные работы длились несколько дней. Мемуары очевидца тех событий Бориса Кумина являются жутким свидетельством этой культурной катастрофы. Он вспоминал, как огромные стены вздымались в воздух, а над городом стояло облако пыли, которое, казалось, символизировало пепел уходящей истории. Кумин записал фразу одного из инженеров-взрывников, которая навсегда вошла в историю Калининграда. «Мы взрываем не руины, мы взрываем память».
После взрыва на месте замка образовалась огромная площадь. В дальнейшем там планировалось возвести Дом Советов, монументальное, но так и не завершенное здание, ставшее символом советского долгостроя и несостоявшегося архитектурного триумфа. Ирония судьбы – власть уничтожила средневековый замок, чтобы построить символ новой эпохи, который сам стал памятником запустению. Уничтожение Королевского замка стало кульминацией операции «Очистка». Оно окончательно утвердило победу новой идеологии над историей. Место, которое веками было центром города, было превращено в пустое пространство, что символизировало пробел в истории, который должен был заполнить лишь коммунистический нарратив. Королевский замок ушел, но его тень, его история и память о его варварском уничтожении остались доминировать в культурном коде Калининграда и Восточной Пруссии. Официальный советский нарратив о новой Калининградской области гласил, что после депортации 1947-1948 годов территория была полностью очищена от немецкого населения. На руины Кёнигсберга прибыли новые советские люди, чтобы заложить фундамент социалистического города. Однако эта версия была ложью, скрывавшей одну из самых мрачных и малоизвестных глав послевоенной истории. В руинах, подвалах и тайниках разрушенного города продолжали жить, а точнее выживать, тысячи невидимых немцев. По оценкам исследователей, до 15 тысяч человек смогли избежать депортации или, вернувшись после краткосрочного изгнания, залегли на дно, став призраками в собственном городе. Эти люди жили в условиях, которые можно назвать подпольной оккупацией. Их существование было перманентным актом сопротивления и борьбы за жизнь. Они прятались в холодных и сырых подвалах, в заброшенных бункерах, среди руин взорванных зданий и в глубоких разветвленных канализационных системах города. Их жизнь была пронизана страхом быть обнаруженными советскими патрулями, страхом голода, страхом холода и страхом доноса. Они не могли пользоваться официальными источниками продовольствия, не имели документов и существовали вне всякой советской системы учета. Одна из самых ярких и трагических историй, иллюстрирующих этот невидимый мир, это история учительницы Матильды Вюнш. Она не смогла уехать во время депортации, так как прятала свою тяжело больную мать, неспособную перенести дорогу. Матильда и ее мать провели 223 дня в сыром узком подвале под полуразрушенным домом, который уже был заселен советскими переселенцами. Дневник Матильды, позднее восстановленный и опубликованный, стал бесценным свидетельством. Ее настоящее – это холодный подвал. Каждый выход на поверхность, чтобы найти крохи еды или воды, был игрой со смертью. Она жила в состоянии постоянного напряжения, где каждый звук, каждый шаг над головой мог означать конец. Жизнь невидимых немцев была сложным лабиринтом из выживания и ассимиляции. Часть из них, в основном квалифицированные специалисты, врачи и инженеры, смогли легализоваться, влившись в советскую рабочую силу. Они работали на заводах, в больницах, но всегда жили под двойной идентичностью, стараясь максимально скрыть свое прошлое и язык. Другие же, не имея возможности легализоваться, превратились в бродяг и попрошаек. Они держались за свой город, за свои руины, как за последний якорь. Их тихий, невидимый протест заключался в самом факте их существования, которое разрушало миф о чистой советской территории. Обнаружение этих неучтенных немцев представляло для советской власти серьезную идеологическую проблему. Их существование подрывало всю операцию по стиранию истории. Поэтому после их обнаружения их обычно вновь подвергали депортации или в худших случаях отправляли в трудовые лагеря. Тем не менее, их присутствие имело огромное, хотя и неофициальное значение. Они были живыми напоминаниями о прошлом, и их молчаливое присутствие в течение многих лет являлось теневой историей Калининграда, которая ждала своего часа, чтобы выйти на свет. Они были последними хранителями духа Кёнигсберга. Операция «Очистка» не могла быть завершена только депортацией людей и переименованием городов. Она требовала культурного вакуума. Советская власть развернула широкомасштабную войну с культурой, целенаправленную кампанию по уничтожению материального и духовного наследия Восточной Пруссии. Целью было не только убрать физические напоминания о немецком прошлом, но и переписать всю историческую память региона, заменив прусский культурный код на советский,
пролетарский. Этот процесс был столь же методичным, как и взрыв Королевского замка, но гораздо более всеобъемлющим. Первым и самым очевидным шагом стало уничтожение символов власти и почитания. Помимо Королевского замка снесены или взорваны были многочисленные памятники, которые десятилетиями определяли городской пейзаж Кёнигсберга. Ключевой жертвой стал памятник Фридриху Вильгельму I, основателю Прусского королевства. Его снос был не просто актом вандализма, а демонстративным разрывом с имперским прошлым. Статуи и мемориальные доски, посвященные немецким героям, поэтам и философам, методично демонтировались и либо отправлялись на переплавку, либо сбрасывались в пруды и канавы, чтобы стать недоступными для обозрения. Культурное вычищение проникло и в сферу образования и идеологии. Прусская культура была официально объявлена буржуазным пережитком и фашистским наследием, не имеющим права на существование в новом социалистическом обществе. Была введена строжайшая цензура. Немецкие книги, архивы, газеты и частные библиотеки массово уничтожались. Все, что могло рассказать новым жителям о подлинной истории Кёнигсберга, от старинных карт до семейных фотографий, объявлялось контрреволюционным. В школах, которые открывались для детей советских переселенцев, история Восточной Пруссии начиналась по сути с 1945 года, а все, что было до, либо игнорировалось, либо подавалось как предыстория злых тевтонских захватчиков, которые наконец-то получили по заслугам. Отдельного упоминания заслуживает судьба художественных ценностей. Кёнигсбергская галерея, обладавшая уникальной коллекцией европейской живописи, была разграблена. Самая ценная часть коллекции либо была вывезена в Москву и Ленинград, либо бесследно исчезла. Судьба произведения искусства стала символом хаоса и беззакония. История известного советского искусствоведа Сутихина, который был причастен к вывозу ценностей, показывает, что даже в среде интеллигенции шла борьба за обладание этим наследием. Но государственный приказ о зачистке был сильнее. В итоге многие шедевры, которые могли бы стать связующим звеном между немецким прошлым и советским настоящим, были разорваны или утеряны навсегда. Таким образом, война с культурой стала ключевым элементом в создании искусственной пустоты на территории Калининградской области. Создание табула раса, чистой доски, было необходимо для того, чтобы новые советские жители не чувствовали себя чужими на этой земле и не задавались вопросами о ее реальной истории. Уничтожая наследие, власть пыталась утвердить миф о том, что Калининградская область всегда была русской, а тьма немецкой истории была лишь кратковременным зловещим перерывом. Но, как показывает история, даже самые тотальные кампании по переписыванию сталкиваются с упрямством материальных свидетельств и неумирающей личной памятью. За сухими цифрами депортации, за списками переименованных городов и актами о сносе замков всегда стоят сломанные человеческие судьбы. Операция «Очистка» превратила немецкое население Восточной Пруссии не просто в изгнанников, а в людей, вынужденных в одночасье пережить полный крах своей идентичности, своего мира и своих жизненных планов. История тех, кто попытался остаться, кто приспособился или кто просто жил в состоянии постоянного страха, является самым красноречивым свидетельством жестокости процесса советизации. Среди тех, кто отказался подчиниться приказу о высылке, был Иоганн Берлиц, мясник из Кёнигсберга. Для него его магазин был не просто местом работы, а наследием и смыслом жизни. Когда пришли за ним, он принял решение, которое кажется безумным, но было продиктовано отчаянием и привязанностью к дому. Он спрятался. Берлец провел 8 месяцев в погребе своего собственного мясного магазина, став добровольным узником среди руин своего бизнеса. Он жил в полной изоляции, питаясь остатками консервов и тем, что удавалось раздобыть под покровом ночи. Его история – это не просто история выживания, это история отказа от принятия новой реальности. Мясник, живущий в погребе своего магазина, символизирует упорство маленького человека, который физически не хотел покидать землю, где были похоронены его предки. В конце концов, он был обнаружен и депортирован, но эти 8 месяцев в подполье стали его личным протестом против системы.
Совершенно другой путь избрал Карл Вильман, военный хирург. Вильман был высококвалифицированным специалистом, чьи навыки оказались востребованы даже советскими властями. Он смог легализоваться и работал в новой советской больнице. Но его жизнь была разделена на две части. Днем он был лояльным советским доктором Карлом, спасающим жизни советских граждан. Ночью он тайно лечил немецких беженцев, скрывавшихся в руинах, снабжал их медикаментами и оказывал им моральную поддержку. Его двойная жизнь была невероятно рискованной. Любое подозрение в пособничестве могло привести его в лагеря. История Вильмана – это история гуманизма, преодолевающего идеологию. Он использовал свою профессию как щит и как инструмент помощи своим соотечественникам, став невидимым героем для неучтенных немцев. Он нашел способ остаться человеком в нечеловеческих условиях, балансируя на грани между сотрудничеством и сопротивлением. Третий образ – это женщина-призрак, описанная в мемуарах Ирены, одной из немногих, кто смог остаться в Калининграде на долгие годы. Ирена, чтобы выжить, полностью отрицала свою немецкую идентичность. Она научилась идеально говорить по-русски, вышла замуж за советского офицера и стала жить жизнью, не имеющей ничего общего с ее прошлым. Она была немкой, которая стала призраком в собственном теле и собственном городе. Ее жизнь – это история вынужденной ассимиляции, когда человек отказывается от своего имени, языка и истории, чтобы обеспечить физическое выживание. Она жила в постоянном страхе, что одно неверное слово, один забытый немецкий жест выдаст ее. Судьба Ирены демонстрирует, как операция «Очистка» требовала не только физического изгнания, но и ментального самоубийства тех, кто остался. Эти три истории – мясника-отказника, хирурга-гуманиста и женщины-призрака – вместе составляют мозаику того, что значило быть немцем в Калининграде в первые послевоенные десятилетия. Это были жизни, сломанные приказом, но не до конца сломленные духом, где каждая личная трагедия являлась микрокосмом огромной исторической катастрофы. Завершив операцию «Очистка», Советский Союз создал на территории бывшей Восточной Пруссии абсолютно новую сущность – Калининградскую область, которая должна была быть примером идеологической чистоты и полного забвения прошлого. Однако история, как упрямый призрак, никогда не исчезает полностью. Спустя десятилетия тотального молчания и официального отрицания в современном Калининграде начался медленный, болезненный, но неизбежный процесс возвращения памяти. Признание того, что город стоит на фундаменте, вырванном из другой цивилизации. Контекст депортации после Второй мировой войны был далеко не уникальным. Историк Тимоти Снайдер называет этот период смертельным треугольником. Жестокие перемещения населения, инициированные советским и нацистским режимами, которые полностью изменили демографический и культурный ландшафт Восточной Европы. Миллионы немцев были изгнаны из Польши, Чехословакии, Венгрии и, конечно, Восточной Пруссии. Однако случай Кёнигсберга выделяется своей тотальностью и идеологической мотивацией. Здесь не просто выселяли, здесь стирали. Стирали символы, имена и, что самое главное, саму память о многовековой немецкой жизни. На протяжении всего советского периода тема Кёнигсберга была строго табуирована. Новые советские жители приезжали с установкой на освоение русской земли, где немецкое прошлое было лишь временной оккупацией. Однако руины и архитектурные фрагменты постоянно напоминали о том, что это не так. После распада СССР и открытия границ эта стена молчания начала рушиться. Жители современного Калининграда, особенно молодое поколение, начали задавать вопросы. Почему город выглядит так? Почему улицы носят такие странные названия? И где корни этой земли? Сегодня в Калининграде и области наблюдается медленное восстановление исторической справедливости. Это проявляется в нескольких аспектах. Во-первых, это мемориализация. Впервые стали появляться скромные мемориалы и таблички, посвященные депортированным немцам. Ведутся работы по консервации старых немецких кладбищ, которые ранее были заброшены или использовались как свалки.
Во-вторых, это топонимика. Хотя Кенигсберг не был переименован обратно, многие учреждения, рестораны и культурные центры добровольно возвращают себе исторические немецкие названия, используя их как часть своего бренда и туристической привлекательности. В-третьих, это архитектурное возрождение. Частичная реконструкция исторического района, Рыбная деревня, и особенно попытки восстановления кафедрального собора, места упокоения Канта, символизирует стремление города примирить свое советское настоящее с немецким прошлым. Ключевым моментом в этом процессе является признание со стороны самих русских жителей. Русская жительница Калининграда Нина Волкова, чьи слова приводятся в исследовании, четко сформулировала эту мысль. Нельзя жить в городе, отрицая его историю. Город задыхается, если мы не признаем, что он был Кенигсбергом. Это осознание того, что для полноценной идентичности и будущего Калининград должен принять свою сложную двойную историю, является самым важным шагом. Операция «Очистка» была попыткой убить людей дважды, сначала физически депортируя их, а затем стирая их память. Но, как показывают исследования и личные свидетельства, эта попытка не удалась полностью. Память сохраняется в письмах, в старых картах, в руинах и, самое главное, в сердцах тех, кто жил там, и тех, кто пришел после. Современный Калининград находится на перекрестке, где прошлое наконец начинает говорить, и задача нынешнего поколения – не заглушить этот голос, а интегрировать его в собственное будущее.